Всем чао, это канал «Погоня за стадион». Меня зовут Георгий, он же Джорджо, потому что я живу в Италии, но сегодня я в Барселоне. Это будет очень сумбурный выпуск, потому что все сумбурное в этот раз получается. Итак, мы на полуфинале Лиги Чемпионов. Барселона-Интер, первый матч. Погнали, это будет круто, я уверен. Хамоном и сыром. Это не время, чтобы сидеть дома. Итак, давайте про сумбур. Купил я билет заранее. Я купил его в день открытия продаж. Купил Basic Plus, так называемый. Стоил билет 322 евро. И, собственно, купил я его с помощью друга, который меня живет в Барселоне. Дима, привет, спасибо тебе большое. Вот. Но билет не понадобился, по факту. Почему с помощью него, почему не самостоятельно? Потому что из Италии это сделать нельзя. Вылетала ошибка каждый раз, не испанская карта в итоге, как оказалось, не испанское местонахождение, и все. И как бы мне не давало ничего сделать, из Милана я ничего купить не мог. Вот, но как бы Дима мне помог, все здорово, все классно, спланировали поездку, ребята нас рады видеть, мы все уже рады видеть в Милане. Вот, ничего не предвещает никаких терзаний эмоциональных. Собственно, мы прилетаем в день блокаута, но вечером, очень поздно вечером, в 11 часов, поэтому мы ничего не застали, мы просто доехали на такси до их дома, и все было нормально. Вот, на следующий день сижу, работаю, все окей вроде бы, идем гулять, центр, просто пройтись и так далее и тому подобное. Выхожу на Пасеж де Грасия из метро и вижу фан-шоп Барселоны, думаю, надо распечатать билет, на память все-таки будет круто. Открываю почту, думаю, сейчас билет открою, там, или подтверждение, что-нибудь в этом роде. Вот, оказывается, что билета у меня нет. Барселона прислал мне письмо, в котором четко написано, что ваш билет отменен, потому что там целый перечень какой-то там, и так далее и тому подобное. Не хотят они, чтобы смешивались болельщики, кроме как смешивать болельщики на домашних секторах. То есть, болельщики Барселоны находятся по всем секторам, и болельщики Интера должны находиться только на гостевом секторе. Вот, я захожу в фан-шоп, думаю, ладно, куплю там, ничего страшного, Вот, спрашиваю сотрудника, он говорит, нет, можно купить только онлайн. Вот, потому что, в фан-шопе никак. Я говорю, у меня такая проблема. Он говорит, да, я понимаю. И прямым языком мне говорят, это сделано, чтобы на стадионе, на домашних секторах, домашних трибунах были только болельщики Барселоны. Это, я думаю, отсылка к 2022 году, в апреле, когда здесь играла Барселона с Айнтрахтом франкфуртским, и здесь было порядка 30 тысяч немцев, которые заполонили центр города, а потом устроили домашний себе матч на Камп Ноу. Тем не менее, это не отменяет скотского отношения к людям, потому что это нужно было сделать заранее, 100%, а не делать это за день до игры, да, не сообщать об этом за день до игры. Я уже успел найти вариант в тот же вечер, когда Барселона прислала письмо, но и он не потребовался, уже потом я билет отдал знакомому новому, который тоже смог попасть на матч, и всем это было только хорошо. Дело в том, что Интер прислал письмо в день матча, с утра прислал письмо о том, что можно приобрести билет на гостевой сектор всем тем, кому Барселона отказала, то есть все те билеты, которые были отменены. Интер прислал письмо, и, соответственно, я приобрел билет на гостевой сектор за 60 евро. За это, конечно, огромное спасибо клубу, что они сориентировались. Можно было бы, конечно, чуть быстрее, но, видимо, просто нужно было время на коммуникацию между двумя клубами. Это очень круто. Гранде Интер. Очень хреново работала пропускная система, честно говоря. Долго запускали, минут, наверное, 30, может быть, даже 40 потратила на то, чтобы просто пройти досмотр билета. Но все не зря, за 60 евро. В итоге я на матче Барселона-Интер. Это, наверное, лучшее с точки зрения экономики, что может случиться. И надеюсь, что результат сегодня будет тоже крутой. Вот такой вот вход на гостевой сектор на стадионе Луиса Компаньоси. Мы на гостевом секторе.
Ну и вот такой вид открывается с Монджуика, с стадиона Монджуика на Барселону. Очень красиво. Чтобы еще добавить класс. Это такое табло огромное, я не знаю какого года, наверное, 92-го с Олимпийских игр, которое сейчас уже не функционирует. Вот это стоит, чтобы вы понимали, вот это бокадильо с хамоном и сыром, и кола стоит 13-20. Это, конечно, обдираловка. Здесь вообще все обдираловка, кроме того, что билет стоит на гостевой матч 60 евро, но и то потому, что это УЕФА запротоколировал. Сегодня так получается, что я на матче не один, а с автором канала Миша Башмаков. Вот ссылочка будет внизу обязательно в описании, так что на него тоже подписывайтесь. Он недавно 1000 пробил, тебя, кстати, поздравляю с этим. Как твои ощущения с 1000 с первой? Ну теперь чувствую себя профессиональным блогером. Раньше был любителем, а теперь профи. Это, кстати, 1000 произошла после матча Интер-Бавария, который мы тоже смотрели вместе. Я тоже в том видео поучаствовал, которое Миша снимал. Будем надеяться, что сегодня тоже что-нибудь на удачу. В итоге, может быть, я 1000 пробью, а может быть, Интер пробьет много голов. У Миши есть абонемент на Интер, и из-за этого есть привилегии, там, в том числе для покупки билетов на гостевые матчи. Но в этот раз не получилось, я правильно понял? Да, я пытался купить как фанат Интера, но вначале покупали те фанаты, у кого абонемент более 10 лет подряд. 10 лет. 10 лет подряд. Потом те, у кого абонемент более 3 лет подряд. И уже на этой стадии гостевых мест не осталось. А у меня всего 2 года. Поэтому мне места изначально не хватило. Но потом вы историю знаете, как нас переместили с обычных трибун сюда. Вот меня прямо сегодня в час дня где-то я получил 2 свой билет. Я прилетел сюда еще без билета. Да, вот так вот Миша рисковал, чуть-чуть рисковал, но на самом деле в итоге оказалось все окей. И у меня тоже, когда вчера ситуация эта произошла, у меня даже не было такого, не знаю, там, типа, злости или что-то, просто думал, так, надо что-то сделать, чтобы в итоге попасть на футбол. И Интер подсказал сам, что надо сделать, и на самом деле это большой респект клубу, потому что Барселона поступила по-скотски вот со всей этой истории, а Интер поступил оперативно, очень круто. И это, ну, блин, при всех проблемах итальянского футбола, хотя бы здесь это было реально сделано нормально. Да, мне очень оперативно прямо помогли сотрудники клуба по WhatsApp, прислали билет. Да, так что здесь вообще жирный плюс. Так, я тут заметил, кстати, плашки на центральной трибуне. Видимо, будет какой-то Карео. Посмотрим, что они выложат. Ну, это явно какая-то клубная история. Понятно, что это не про фанатов. Лучшего начала, чем гол на первой минуте Маркюса Тюрамы, который только-только восстановился после травмы, придумать невозможно. Но, несмотря на гол, первые 20 минут по традиции, пока Курва молчит, люди стараются поддерживать, люди стараются как-то зарядить. Ну, понятно, дело, гол на первой минуте, поэтому куда деваться. Но 20 минут первые молчания на всех матчах у Интера уже довольно давно. Сложные отношения с руководством, расследование Допья Курва, цены на билеты, там масса причин, люди, которые сейчас находятся не на трибуне и так далее и тому подобное. Слушайте, да, атмосфера, конечно, сегодня не так себе, откровенно говоря, пока тифозы Интера молчат, но вот эта вот арка с часами, с подсветкой красной-синей в клубных цветах, это, конечно, очень красиво, учитывая, что еще вот такой вот закат, я не знаю, передает камера или нет, но это вот прям смотрится. Я даже могу снять без микрофона, потому что, ну, тихо, реально говоря, тихо на стадионе Барселоны. Вот, и я предполагаю, что будет через неделю в Милане. Я уверен, что давление, несмотря на вообще любой счет будет в противостоянии, я уверен, что давление на Барселону от Джузеппе Меаццо, стадии Джузеппе Меаццо будет гораздо больше, чем сейчас мы находимся в Барселоне. Ну, вот вы слышите, что ничего не слышно, да, то есть гостевой сектор пока не поет. Вот, такая абсолютно камерная обстановка. Но это, конечно, грустно.
Миша фотографирует стюардов. Это вот здесь чуть не видно, но это стюарды специально приехали из Милана. То есть люди работают на Сан-Сиро, вот они приехали специально для помощи, скажем так, болельщикам выездным, италоговорящим. Честно говоря, ожидал большего от выездного сектора Интера. Как-то очень неорганизованно мощный, так скажу. Я думал, что будет, учитывая особенно матч, я думал, что будет прям громко, мощно все 90 минут, но нет. Команда, чтобы вы понимали, атакует на 88-й минуте. Тишина на трибунах, просто тишина. Никто не поет, ничего, просто все сидят и смотрят футбол. Это разочарование фантастическое, именно с точки зрения атмосферы. И как сейчас свистит, да, гостевой сектор Интер. Это, по большому счету, самая громкая сейчас часть на стадионе. Это так не должно быть, футбол не должен быть таким. А вот что-то проснулись. Но стоит отметить, что матч завершился буквально несколько минут назад, а трибуны уже практически все пустые. Это круто. Да? То есть стадион вроде бы и старый, тем не менее там был несколько раз перестроен, да, но вот с выходом здесь все очень неплохо. Кто-то там фотографируется, еще что-то, но в принципе уже все свободно. Лишний раз убеждаюсь, что если ты в чем-то сомневаешься, то сомневаться совершенно не стоит. И стоит это делать. Да, были трудности с тем, чтобы попасть на этот матч. Но я на нем был, это 3-3. Абсолютно великолепная история. Я надеюсь, что на Миаце дома через неделю, естественно, в этом матче тоже буду и все покажу. Я надеюсь, что там будет круто, и Интер сможет пройти дальше, несмотря на все трудности. Надеюсь, что Лаутаро восстановится, потому что травму, конечно, получил, потому что обидно, что не выиграли, потому что счет мог стать 3-4. Хитарян буквально залез там на какие-то сантиметры носком в офсайд, и могла быть победа. И что отмечаю, что табло я хотел сфотографировать, но убрали счет сразу после финального свистка. Зря так сделали, так не очень хорошо, откровенно говоря. На этом сегодня все. Это был супер крутой эмоциональный матч. Я очень доволен, что я сюда попал, что я все это увидел своими глазами, с вами поделился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. И не забывайте, что выходные, да и не только выходные, это не время, чтобы сидеть дома. Чао! В итоге нас продержали на гостевом секторе полчаса. В такую погоду, в принципе, нормально. Конечно, хотелось бы чуть быстрее выйти. Но, с другой стороны, классная атмосфера. Тифози от Ультрас на гостевом секторе попели, попрыгали. И зарядились еще большими крутыми эмоциями от этого матча. Кайф.